Всем привет! Сегодня расскажу вам несколько интересных фактов Азии. Поехали! Самым западным является мыс Баба на полуострове Малая Азия в Турции, выступает в Эгейское море. На мысе расположен небольшой турецкий городок Баба-Кале. Мыс Челюскино расположен на севере полуострова Таймыр, Красноярский край, Россия, и омывается проливом Вилькицкого. Самая северная материковая точка Евразии, Азии и России. До ближайшего берега острова Большевик 53 километра. Глубина вод у мыса до 10 метров, высота суши менее 10 метров. Берег обрывистый, с запада мыс омывается бухтой Спартак. Впервые достигнут участником второй Камчатской Великой Северной экспедиции штурманом Челюскиным вместе с казаками Фофановым и Гороховым в 1742 году. На мысе расположена полярная станция Челюскин, где зимует от 8 до 10 человек. Построен ряд жилых зданий и научных павильонов. Часть зданий брошены и не эксплуатируется. Здесь же расположен самый северный аэродром континентальной Евразии – мыс Челюскин. От аэродрома осталась только вертолетная площадка, обслуживается военными. Климат арктический и очень суровый. Безморозный период на мысе отсутствует. В любой день года температура на мысе может понизиться не выше, чем до минус 2 градусов. Зима очень суровая, темная и продолжительная. Снег часто лежит круглый год, не успевая растаять в самое теплое время. Самые холодные месяцы – январь и февраль. Средняя температура от минус 40 до минус 50 градусов. В июне на мысе Челюскин самая холодная погода в северном полушарии. Среднегодовая температура минус 15. Мыс Дежнево – крайняя восточная точка Азии. Находится в Беринговом проливе, соединяющем с Тихим океаном. От мыса Дежнева до мыса Принца Уэльского, Аляска, всего 82 километра. Был открыт русской экспедицией Семена Дежнева осенью 1648 года. На мысе Дежнева расположен населенный пункт Уэлен, а также заброшенный поселок морских китобоев Наукан, который был расформирован в 1958 году. Также находится маяк-памятник Дежневу в виде четырехгранного обелиска, находящийся на высоте около 100 метров над уровнем моря. Имеет арктический климат, круглый год сухой холодный арктический воздух. Из фауны присутствует большое количество моржей, многочисленные птичьи базары, прибрежной акватории, серые киты, касатки, тюлени. Но на юге Малакского полуострова расположилась самая южная точка – мыс Пиай на территории Малайзии в 30 километров западнее Сингапура. Но теперь о вершинах. Многим наверняка известно, что самая высокая точка в Азии, да и во всем мире – это гора Эверест или Джомолунгма высотой 8848 метров, расположена в Гималаях на границе Непала и Китая. Средняя дневная температура на вершине горы в июле – минус 19, в январе – минус 36 и вплоть до минус 60, что в сочетании с периодическими ураганными ветрами субъективно ощущается человеческим организмом как температура до минус 120 и способна привести к быстро возникающей температурной травме. В переводе с тибетского Чомолангма означает «божественная мать жизненной энергии». Первым, кто определил, что Джомолунгма является высочайшей горной вершиной на Земле, был индийский математик и топорах Радханат Сигдар в 1852 году. Первое восхождение было совершено 29 мая 1953 года Шерпом Тенцингом Наргеем и новозеландцем Эдмундом Хиллари. В 1999 году Шерп Бабу Шири провел на вершине 21 час, и это при том, что уже на вершине 7925 метров начинается мертвая зона. В воздухе содержится всего треть того количества кислорода, которое присутствует в атмосфере на уровне моря. В мае 2011 года непальский учитель Бхакта Кумар Райбыл установил новый рекорд по продолжительности нахождения на вершине – 32 часа. Можете себе представить. По данным гималайской базы, по состоянию на 2018 год на вершину Джомолунгмы совершено 8306 восхождений и числа впервые поднявшихся 4833 человека. После непальского землетрясения в 2015 году, по сведениям некоммерческого консорциума географических исследований, высота Эвереста уменьшилась на 2,5 см. Следом идет Чогори или К2, вторая по высоте горная вершина Земли, 8611 метров. Самый северный восьмитысячник мира, находится в горной системе Каракарум к северо-западу от Гималаев, на границе Пакистана и Китая. Первой достигла вершины К2 итальянская экспедиция в 1954 году под руководством Ардита Дезио. 31 июля итальянские альпинисты Лино Лачиделли и Акило Компаньони впервые поднялись на вершину К2. Значительно тяжелее в подъеме, чем на Эверест. По опасности гора занимает второе место среди восьмитысячников в мире. Каждый четвертый погибает. Ни одна из попыток восхождения на Чогори зимой не была успешна. И третий по высоте восьмитысячник Канченджанга – 8598 метров. Канченджанга находится на границе Непала и Индии. Первое успешное восхождение было совершено 25 мая
1955 года участником британской экспедиции Джорджем Бендом и Джо Брауном. Ну а теперь об озерах. Каспийское море – самое крупное озеро в Азии, площадью 396 тысяч квадратных километров и глубиной 1026 метров. В Азербайджане и Иране Каспийское море называют Хазарским. Берега в основном низменные и гладкие. В Каспийском море имеется около 50 островов, впадает 130 рек, крупнейшая – Волга. У этого водоема есть еще одна особенность – его нестабильность. Температура воды может изменяться от плюс 25 летом до нуля зимой, омывает берега 5 прибрежных государств – Казахстан на севере, Иран на юге, Туркмения на юго-востоке, Россия на западе и северо-западе, Азербайджан на юго-западе. Крупные города на побережье – Махачкала, Каспийск, Дербент, Баку, Туркменбаши, Актау, Бендер-Энзеле. По величине максимальной глубины Каспийское море уступает лишь Байкалу и Танганьике. Обитает большое разнообразие рыбы, в том числе каспийский тюлень. В Каспийском море добывается 90% всей производимой в мире черной икры. Самая дорогая икра – это алмаз. Икра белуги альбиноса изредка эксплуатируется из Ирана, упакована в банки из золота. Самая большая белуга, пойманная в России, в 1921 году, держит пальму первенства до сих пор. Она весила 1224 килограмма и была выловлена в Каспийском море. Гигантская рыба была наполнена икрой. Фото самой большой белуги просто поражает воображение. Царь рыба по размерам сопоставима с океаническими монстрами, акулами, касатками или нарвалами. Существует научная теория, согласно которой Черное и Каспийское моря представляли собой одно целое еще около 10 тысяч лет назад. Следом идет Аральское море, занимает 33 640 квадратных километров и максимальной глубиной всего 52 метра. В 2014 году восточная часть Южного Большого Аральского моря полностью высохла, достигнув в тот год исторического минимума площади всего моря в 7297 квадратных километров. До начала обмеления Аральское море было четвертым по величине озером в мире и замыкает тройку знаменитый Байкал. Находится в центре Азии, на границе Иркутской области и Республики Бурятия в России. Озеро протянулось с юго-запада на северо-восток на 636 километров в виде гигантского полумесяца. Ширина водоема колеблется в пределах от 24 до 79 километров. Площадь 31 тысяча с половиной квадратных километров, что немного больше площади таких стран, как Армения или Албания. Является крупнейшим природным резервуаром пресной воды, а также самым глубоким озером в мире, глубиной в 1642 метра. Кроме Байкала, на Земле существует только два озера, имеющие глубину более 1 километра – Танганьика и Каспийское море. Впадает огромное количество рек, а вытекает всего одна – Ангара. Вода в Байкале холодная, температура поверхности слоев даже днем не превышает плюс 8-9 градусов. В отдельных заливах и ссорах до плюс 15. Вода настолько прозрачная, что отдельными камни и различные предметы бывают видны на глубине до 40 метров. Это обычно бывает весной, когда вода в озере синего цвета. В период с января по май Байкал замерзает целиком, кроме небольшого участка. К концу зимы толщина льда достигает 1 метра, а в заливах 1,5 и 2. При сильном морозе трещины разрывают лед на отдельные поля. Длина таких трещин от 10 до 30 километров и шириной 2-3 метра. Разрывы происходят ежегодно, сопровождаются они громким шумом, напоминающим выстрелы из пушек. Благодаря трещинам во льду рыба на озере не гибнет от недостатка кислорода. На Байкале 27 островов. Самый крупный из них – Ольхон, 71 километр в длину и 12 в ширину. Обитает около 2600 видов и подвидов водных животных, более половины которых являются эндемиками, то есть обитают только в этом водоеме. Также уникален среди озер тем, что на большой глубине здесь произрастают пресноводные губки. В 1996 году Байкал был внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Если у вас есть желание посетить его, то, как правило, проще всего будет отправиться в один из ближайших крупных городов, Иркутск или Улан-Удэ, возможно Северобайкальск, чтобы оттуда уже более детально планировать свой маршрут. Проще всего будет доехать на автобусе. Между прочим, проезжая по Транссибирской магистрали между Иркутском и Улан-Удэ, можно часами любоваться видом озера, простирающийся прямо за окном поезда. Ну а теперь острова. Калимантан – самый крупный остров Азии, площадью 734 тысячи квадратных километров. Третий по величине остров в мире. Единственный морской остров, разделенный между тремя государствами – Индонезией, Малайзией и Брунеем. Был открыт для европейцев в 1521 году мореплавателями из экспедиции Магеллана. На острове Калимантан преобладает экваториальный климат. Среднегодовая температура около 26 градусов. Примерно 73% острова принадлежит Индонезии, 26% Малайзии и менее 1% Брунею. На Калимантане много гор, по большей части они невысокие. Почти вся его территория занята густым экваториальным лесом, есть районы острова, которые почти не исследованы, и возможно там есть виды животных и растений, еще неизвестных науке. На острове огромное количество орхидей,
Рафлезия арнольда – растение с самыми крупными цветками в мире, более 100 см в ширину и весом более 12 кг. Хищное растение Непентhes, питающееся насекомыми и даже мелкими птицами. У меня будет отдельный ролик по этому поводу. Это место с самым разнообразным набором видов птиц в мире, более 1500 видов, водится огромное количество рептилий, так что тем, кто недолюбливает такую живность, отдых может быть не самым приятным. Также имеется богатое месторождение нефти. Вторым по размерам островом Азии является Суматра, площадью 427 тысяч квадратных километров. Является частью Индонезии. Суматра – 6-й по величине остров в мире. Интересно то, что Суматра располагается в обоих полушариях и делится экватором почти на равные части. Характерна высокая магнитуда землетрясений – до 8 баллов. Климат экваториальный, жаркий, влажный, среднемесячная температура колеблется от 25 до 27 градусов. Более 30% территории Суматры покрыты тропическим лесом. Флора и фауна также разнообразны, как и на Калимантане. Около 73 тысяч лет назад на острове Суматра произошел гигантский взрыв вулкана Тоба. В результате на месте взрыва образовалась воронка диаметром около 100 километров. Ученые имеют версию, что взрыв спровоцировал 2000-летний ледниковый период, который сократил население Земли до 2000 человек, и замыкает тройку лидеров японский остров Хонсю площадью 228 тысяч квадратных километров. На нем расположены примерно 60% всей площади Японии, где расположены крупнейшие японские города Токио, Йокогама, Осака, Нагоя, Киото, Хиросима. Чуть меньше острова Великобритания. Часто случаются землетрясения, поскольку остров находится на стыке 3 формационных плит. Немножко о реках. Янцзы – самая длинная и многоводная река Азии. Третья река в мире по полноводности и по длине, протекает по территории Китая. Бассейн покрывает примерно 1/5 часть территории страны, имеет длину около 6300 километров и максимальную глубину 200 метров. Скорость течения примерно 20 км в час. Дамба «Три ущелья», расположенная на реке, является самой большой в мире дамбой и ГЭС. Также через Янцзы трудолюбивые китайцы построили Сутунский мост. Это самый длинный вантовый мост в мире. Его длина составляет 8 километров. Он позволяет переправиться через дельту реки. Вторая река-сестра Хуанхэ, также в Китае. В переводе с китайского языка ее называют «Желтая река», длиной 5464 километра и максимальную глубину около 80 метров. В 11 году нашей эры Хуанхэ совершила прорыв в новое русло, который стал причиной гуманитарной катастрофы, одним из факторов, приведших к падению династии Синь. С 602 года нашей эры до наших дней зафиксировано 26 изменений русла Хуанхэ и 1573 прорыва дамб. В числе крупнейших катастроф природное наводнение в 1931 году и в 1938 году, организованное гоминдановскими властями с целью остановить наступление японской армии. Бассейн реки Хуанхэ обеспечивает около 140 миллионов человек питьевой водой и водой для орошения. И третий по счету – Обь, река в Западной Сибири, длиной 5410 километров и максимальной глубиной около 20 метров. Обь течет с юга на север, в отличие от большинства рек на территории России, со средней скоростью в 5 км в час и впадает в Карское море. Река асимметрична. Один ее берег пологий, а другой обрывистый и крутой. Русские впервые увидели реку, когда охотники и купцы вместе с проводниками-зырянами ходили за Уральские горы, и до завоевания Ермаком Сибири край вокруг Оби назывался Абдорским. Питание реки преимущественно снеговое. Площадь бассейна Оби составляет 2 990 000 квадратных километров. По этому показателю река занимает первое место на территории России. Обь также является третьей по водоносности рекой в стране после Енисея и Лены. Основным притоком реки является Иртыш. Река судоходна на всем протяжении. На берегах Оби живет около 30 миллионов человек. Также расположены крупные города Барнаул, Новосибирск, Нижневартовск, Сургут, Салихард. В самых широких местах ширина Оби достигает 50 километров. Это просто невероятно. Воды скованы льдами до 220 дней в году. Тем не менее, летом в районе Барнаула вода в Оби прогревается до 28 градусов, по крайней мере ее верхние слои. Таким образом, вполне можно купаться в теплый сезон. Именно в бассейне добывается треть мирового улова сиговых рыб и половина российского. На втором месте после Оби по длине идет Лена 4400 километров и за ней Енисей 4090 километров. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Если понравился ролик, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.